Александр, осознавая отсталость как в техническом, так и в организационном плане, проводит военные реформы. Отменяется рекрутская повинность. Сокращается срок службы. Набирается уже вводится всеобщая повинность. Уже не каждого 20-го набирают, а уже как можно больше пригодных. Сокращается срок службы. Вместо 25 лет служат 5 лет. 5 лет в строю и 5 лет в запасе. В случае чего можно было взять из резерва. Кожаные каски остаются только для гвардейских частей. Головные уборы меняются на легкие суконные кепи. В 1877 году начинается русско-турецкая война. Одно из самых кровопролитных сражений был это штурм города Плевны. 3 раза пытались его взять приступом, но турецкий гарнизон стоял довольно твердо. На 4-й раз город был взят в осаду. Взятие Плевны позволило русским войскам продвинуться в сторону столицы Османской империи, к городу Константинополь. Гренадерский полк. В память об этом событии будет поставлена часовня памятником героям Плевны. В руках у него уже винтовка, которая заряжается уже с боковой части, с казенной части. Она нарезная, дальнобойная. С помощью нее можно было вести прицельный огонь. В 1881 году на престол умирает трагический император Александр II от рук террористов-народовольцев. И на престол восходит его сын Александр. Александр будет прозван царем-миротворцем. При нем Россия не принимает участия ни в одной войне. Он был поклонником русских традиций и вводит мундир русского покроя. Полукафтан, на ногах у него шаровары, которые заправлялись в сапоги. На голове у него мерлушковая шапка. Следующий род войск, ее называли «Золотая рота», это рота дворцовых гренадеров. Называли ее «Золотой» еще из-за обилия золота. Попасть можно было в нее после 10-летней выслуги в армии, обязательное участие в военной кампании и прекрасная репутация. Одна такая нашивка означала, что солдат отслужил 5 лет. На этом рукаве около 7, то есть в общей сложности он отслужил 35 лет. Перед вами полотно «Прием волостных старшин» императором Александром III. На его фоне за ним стоит его наследник, цесаревич Николай II. О годах его нелегкого царствования прошу пройти на 2-й этаж. В годы царства Николая II происходит противоречие на Дальнем Востоке, которое приводит к войне с Японией. Дальневосточный гарнизон был малочисленный. Все снабжение происходило из центральной России по одноколейной железной дороге, Транссибирской магистрали. Все это приводит к тяжелым поражениям в битве при Мукдене, при Цусиме и сдача Порт-Артура. В 1905 году будет подписан Портсунский мирный договор. Престиж армии падает в глазах молодежи, и
чтобы поднять этот престиж, вводится обратно парадная форма гвардейская, чтобы напомнить о славных победах русского оружия. При Николае II уже разделяется форма на парадную и повседневную. Но время идет неумолимо, и в 1914 году происходит Первая мировая война. Развивается дальнобойное оружие, развивается артиллерия. И на поле боя лучше, конечно же, не красоваться. Упрощается форма становится защитного цвета. Это называется цвет хаки. У нас в России его называли гороховый цвет. Перед вами солдат самокатной роты, самокатами называли тогда велосипеды. Они занимались разведкой и их еще использовали как посыльных. Проехать он мог на своем велосипеде около 30 километров. Появляется авиация. Это разработано бомбардировщик Илья Муромец с ученым Сикорским. Грузоподъемность его была до 2 тонн. Кабины были тогда открытого типа, и чтобы от порывистого ветра защититься, одевалась кожаная летная куртка. На шее шелковый шарф и кожаный противоударный шлем. В 1914 году был небывалый патриотический подъем, и чтобы на призывных пунктах не было отбоя от добровольцев, помогали еще и армии женщины, записывались сестрами милосердия. Это на современный манер это медсестры, которые ухаживали за ранеными, подносили им еду. В сестрах милосердия еще служили и дочери императора, и его жена. Выполняя свои союзные обязательства, Россия отправляет на запад экспедиционный корпус в составе 400 тысяч человек. Этот корпус еще будет принимать в Верденском сражении. Амуниция у него французская каска-система Адриана, противогазная маска, которая пропитывалась специальным раствором, и русское обмундирование. В 1917 году происходит революция, февральская революция. Император отрекается от престола. В октябре 1917 года к власти придет партия большевиков. Российская империя прекращает свое существование, как и русская императорская армия. Не все приняли революцию, называли этих людей белогвардейцами. Происходит раскол в обществе, который приводит к гражданской войне. Обмундирование во время царской войны ничем не отличалось от царского. Все было взято из царских складов. Чтобы как-то отличаться друг от друга, красноармейцы нашивали синие клапана на шинели, которых еще назовут разговорами. Отменяются погоны как атрибут царской армии, а слово офицер становится ругательным. И называться офицером называться это должен будет командир. Отменяются личные звания, такие как майор, полковник. Будет введен командир эскадрона, командир батальона, командир батареи. За место погон будут нарукавные нашивки. Перед вами командир эскадрона, одет он в английский френч, в красные шаровары и сапоги. На противоположной стороне были белогвардейцы. Они сохранили атрибутику царской армии. Погоны, на которых носилось имя командира, это дроздовец. Марковцы, корниловцы и алексеевцы. Происходит заключительный этап гражданской войны. Перекопско-Чонгарская операция. Силами Красной армии будет взят полуостров Крым. Это будет один из завершающих этапов гражданской войны.
Красная армия занимает полуостров, белогвардейцы вынуждены будут эмигрировать. В 1922 году образуется новое государство, Союз Советских Социалистических Республик, или сокращенно СССР. Пройдемте. Поговорим об этом более подробно там. В 1922 году появляется новое государство, Союз Советских Социалистических Республик, сокращенно СССР. Экономика после гражданской войны находилась в упадке, производится новая экономическая политика, сокращается армия в 10 раз, остаются только кадровые войска, которые насчитывались они в составе 500 тысяч человек. Затем остальные служат по милиционному признаку, то есть если рабочий отработал смену на заводе, на следующий день он должен был проходить военные сборы и возвращаться на свою работу. Такая система была недолго. Уже к 30-м годам начиналась напряженная международная обстановка. В 1935 году будут возвращены обращения по личным званиям. На воротниках добавляются следующие элементы. Петлицы. Каждый цвет петлицы означал принадлежность к войскам. Малиновый цвет это была пехота, синий – кавалерия, черный – танковые. Каждый ромбик или треугольник означал принадлежность к тому или иному званию. То есть 3 треугольника – это, например, старший лейтенант. Верхняя одежда гимнастерка с отложным воротником. На голове стальная каска Адриана. За место двуглавого орла уже будет красная звезда. Брюки галифе, заправляемые в сапоги. Перед вами представитель Московской пролетарской дивизии. Следующий род войск это подвижной вид войск, довольно мобильный. Это кавалерия. Тяжелая, несмотря на то, что технический прогресс, то, что появляются уже бронемашины, техника требует все-таки, может поломаться, не везде может пройти. Лошадь же довольно может пройти лесистые участки. Это кавалерия. Кавалерия осуществляла разведку, рейды по уязвимым местам соперника. Но, как правило, кавалеристы уже не ходили в сабельные атаки. Они доезжали до места сражения на лошадях, спешивались и вели бой как пехотинцы. К концу 30-х годов у Советского Союза возникает необходимость отодвинуть границу от Ленинграда, и начинается Советско-финская война. На голове у него головной убор, называется буденовка. Она будет заменена на шапку-ушанку. Зимний комплект одежды, шинель и валенки. В 1941 году происходит Великая Отечественная. Нацистская Германия нападает на Советский Союз 22 июня 1941 года. Это в историю войдет как Великая Отечественная война. В 1941 году советская армия будет вынуждена отступать
до Москвы. Будет в блокаду взят город Ленинград. В 1941 году зимой происходит Московская битва. В 1942 году происходит Сталинградская битва, которая станет переломным моментом. И русская армия, и советская армия пойдет уже в контрнаступление. Перед вами моряк. Некоторых моряков снимали с кораблей и сформировали из них пешие батальоны. На голове у него бескозырка, верхняя куртка, называемая бушлат, форменные брюки и ботинки. В 1942 году происходит Сталинградская битва. После победы в Сталинградской битве советские войска переходят в контрнаступление. В 1943 году начинается переломный момент Великой Отечественной войны. В 1943 году изменяется уже мундир. За место отложного воротника вводится стоячий воротник. И за место петлиц вводятся погоны. Перед вами макет танкового сражения, Курской битвы. Называется она еще Курская дуга. После продолжительного боя под Курском советские войска одерживают верх. И уже начинается, так как к 1944 году, Багратионовская операция освобождения Белоруссии, Корсунь-Шевченковская освобождение Украины и переход уже и освобождение Европы. В 1945 году происходит, Советский Союз берет город, советская армия берет Берлин. Происходит парад советских войск. Burada Yuri Levita'nın ünlü duyurusunu görüyorsunuz. Итак, после победы в 1945 году разрабатывается ядерное оружие, нарастает напряженность. Советский Союз уже начинает конкурировать с Соединенными Штатами Америки. Это войдет в историю как холодная война. Изменяется и внешний вид военнослужащих. За место сталинских мундиров со стоячим воротником появляются пиджаки, на манер гражданских пиджаков, кителя с отложными лацканами. Это повседневное обмундирование советского офицера, это парадное. Представители морской пехоты. Их задача была высадиться на береговой линии и держать оборону до прихода основных сил или взятия каких-то стратегически важных точек. В 1991 году происходит распад Советского Союза, и уже будет новая армия, российская армия. Вводится новое обмундирование, разрабатывается камуфляж, цифра. Уже в современных реалиях войны требуется быть еще более незаметным и скрытым. На голове у него каска кевларовая, разгрузка для амуниции и автомат Калашников. Новейшая разработка АК-12. По нему можно отрегулировать приклад по росту военнослужащего. Но оружейное дело не стоит на месте, и уже в будущем планируется разрабатывать новую амуницию. АК-22, который должен быть более скорострелен и дальнобоен, и экзоскелет, который увеличивает грузоподъемность солдата.
говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.